команда, земле борт. Что самое страшное в открытом космосе? Сделать ошибку. Цена ошибки в моей профессии в лучшем случае срыв программы, Я на другой стороне. в худшем жизнь. Стенка, которая тебя отделяет от этого вакуума, 3,5 миллиметра. Вот постучишь, ты понимаешь, что тебе до смерти 3 миллиметра. Ну, карабины оба перед мордой плавали. Что-то меня тянет постоянно. Вот если нет рядом товарища, который там кинет тебе что-нибудь, ну, свой карабин там или еще что-то, руку подаст, да, то так можно и улететь. Когда мы говорим «выйти в открытый космос», это звучит красиво. На самом деле человек оказывается в скафандре, где каждое движение дается с усилием. Перед ним карабины, фалы, инструменты, укладки. И если увлечься работой, можно забыть о собственной безопасности. Михаил Корниенко говорит об этом спокойно. Но в этом спокойствии и есть главное. Космос не про романтику. Космос — это среда, где ошибка не прощается. И первый вопрос, Михаил Борисович. Когда вы выходите в открытый космос, что опаснее, сама пустота за спиной или что в какой-то момент вы можете забыть о себе и собственной безопасности? Ну, пустота сама по себе, она и есть пустота. Просто нужно быть к ней готовым. И наиболее опасный фактор – это неподготовленность к выходу или плохая подготовленность, невнимательность. То есть соблюдать протокол безопасности на каждой минуте выхода – это суперкритично. Сегодня в проекте «На грани» Михаил Борисович Корниенко, летчик-космонавт, Герой России, человек, который впервые полетел в космос почти в 50 лет и провел на орбите 340 дней. Что обычный человек неправильно понимает про профессию космонавта? Вот. Многие воспринимают это как нечто само собой, как полет на самолете. А это глубоко не так. Каждый полет, он глубоко индивидуален и, в общем-то, сопровождается большими рисками. Да, об этом не говорят, об этом не освещается так, как оно есть на самом деле. До полета вот у меня 13 лет прошло подготовки к полету. Это выживание в разных климатических зонах. Это прыжки с парашютом с 4000 метров, да, решаем задачку во время прыжка. Это под водой, вот немерено, у меня, наверное, жабры отросли, как у ихтиандры. Вот, и вообще просто вот за эту испытательную работу людей награждают. А у нас впереди еще и полет. Ты дойди до этого полета вот за эти 13 лет, потому что за спиной медицина все время стоит, как старуха с косой, только в белом халате, и в любой момент списать могут. Это я не набиваю себе цену. Вот вы спросили, я ответил. Да, это сложнейшая работа и до полета, и сам полет, где, в общем-то, много таких вещей, которые не освещаются и о которых не принято говорить. Да, но они есть. Вот звезду героя не просто так дают. А скажите, пожалуйста, вот за эти 13 лет подготовки был хоть раз у вас момент внутренний, когда вы понимали, ведь могу ведь и не полететь? Регулярно. То есть никто никаких гарантий тебе не дает. Вот с момента, как вы пришли и, условно, я даже не знаю, как это правильно сказать, записались в космонавты до момента... Записаться на госуслугах можно. Сейчас мем такой ходит, да? Да, записались в космонавты. До момента полета было 13 лет. 13 лет — это ожидание много или мало? Это много, это очень много. 13 лет ожидания – это реальное испытание для психики. И тут главное не сломаться в этой истории, да, потому что ждать, понимая, что вот ты можешь не полететь, время идет, и возраст идет, и ты здоровее не становишься, и это достаточно сложно. А был момент, когда вы были на грани, чтобы сломаться? Вот вы помните? Не было, нет.
Вы Нет, верили? я такой сложный путь прошел до отряда космонавтов. И я с медициной... Вот только с медициной я 7 лет боролся. Чтобы меня в отряд космонавтов взяли. Что вы имеете в виду? Заворачивали прям? Заворачивали, мне лупили один диагноз за другим. Я пришел, мне поставили диагноз. Я через какое-то время доказал, что диагноз этот неправильный, неверный. Пришел опять. Мне опять какой-то диагноз вклеили, потом опять, потом... Ну, в общем, сложностей было много. Эти сложности меня, собственно, закалили. Я бил в точку. Вот я отметал все ненужное, и мой путь становился уже. И в итоге итогов я и медицину продавил, доказал, что я здоров, и взяли меня на грани уже возрастного порога, 37 лет мне было, когда я попал в отряд. Я влился в ту группу, которая набралась 3 месяца спустя меня. Набрали, скажем так. Вот мир не без добрых людей, и ангел-хранитель у меня очень сильный, наверное. А почему вы так стремились стать космонавтом? Почему? Вот такое стремление, прям вот вы пробивали стены, что называется, головой, чтобы туда попасть. Я же жил в Южноуральске и в семье вертолетчика, который занимался поиском и спасением первых космонавтов. У меня просто не было другого пути. Это 60-е годы, там романтикой космоса пропитано все было. Вот 60-м я родился, в 61-м полетел Юрий Алексеевич, и я уже начал себя осознавать вот в этой космической ауре, да. Не хочется громких слов, какого-то пафоса, но я тогда понимал, что я хочу стать летчиком, дальше космонавтом. Но в летное училище меня после школы не взяли по здоровью. Но, тем не менее, вы все-таки попали. 20 лет спустя я пришел в отряд космонавтов, прошел по здоровью отряд космонавтов. То есть вы эту мысль не оставляли у себя? Нет, наверное, это какой-то мой путь, который предначертан, да, и я просто не понимал себя в другой профессии, я бил в точку. У нас принято считать, что космонавты — это молодые, бравые парни. Ну, вообще вот есть такой стереотип, да? Вы все-таки полетели в 49, да, 50-летие вы встретили на МКС. Если бы вы полетели на 15 лет раньше, да, впервые, вы были бы круче, сильнее, лучше. Наверное, круче и лучше я бы не был. Я бы просто налетал большее количество суток в космосе. Больше полетов у меня было. Ну, в силу объективных, да, обстоятельств. Раньше пришел в отряд, больше возможностей слетать. Ну, раз 5 я бы точно слетал. Но я не жалею, вы знаете, я слетал полугодовой полет, я слетал годовой. И в итоге итогов, вот все то, что я сделал значимую в своей жизни, я сделал после 50. Это самый для мужика такой возраст конкретный. Если ты, конечно, подошел к этому возрасту в нормальном состоянии. Что самое важное в вашей профессии? Однозначного ответа нет. Что самое важное? Важно здоровье, важно умение коммуникации очень важно. Да, потому что экипаж это слаженный коллектив, слаженный кулак. И очень важно умение работать в экипаже, в коллективе, то бишь, да? Потому что умение идти навстречу друг другу – это вообще супер важно. Потому что работаем в экстремальных условиях, в замкнутом объеме, долгое время, и зачастую, конечно, конфликты есть, и не такие конфликты с драками, там, как на улице, да, но недопонимание встречается, и вот тут важно уметь друг другу пойти навстречу. Это супер важно. Экипаж — это семья. Насколько трудно находиться в замкнутом пространстве довольно долго с людьми, Неподходящими. иногда неподходящими, наверное. Я не знаю, здесь как подбирается команда. Не наверное, а точно, потому что бытует мнение, что нас подбирают по психологической совместимости, да? Вот это не так, это вообще ни разу не так.
Потому что, чтобы подобрать более-менее подходящих людей, отряд нужно держать в 3 раза больше. А сейчас у нас 30 человек, и руководители, комиссия международная смотрит как. В первую очередь наши руководители. Вот у этого комиссия есть, да, медицина закрыта, экзамены все сданы, опыт полета есть и так далее. Вот по пальчикам позагибали. И выбирать точно так же по таким же критериям второго человека в экипаж. А не на земле, как кошка с собакой периодически, да? Их ставят в лед. Потому что другого выхода нету, да. И психологи за голову хватаются иногда. Что же они же там друг друга поубивают. Ничего не поубивали, потому что вменяемые люди с крепкой психикой нас отбирают, да, и они подчинили свое эго интересам дела, и просто у обоих присутствовало понимание того, что вот раздрай недопустим на борту, как на подводной лодке, так и в космосе, да. Я не говорю, что это легко, это можно сделать, да. Если на Земле у человека присутствует такое понимание, что да, плевать я на вас на всех хотел, я вот пойду на другую работу, мне тут некомфортно, то в космосе ты этого не сделаешь, да. Либо ты отработаешь нормально, либо ты вольнешь всю программу. Да, вот что делать, если все-таки возникает какая-то острая ситуация, ведь просто выйти нельзя и уйти. Как разрешить подобные ситуации? Если среди этой команды какой-то вот условный командир, наверное, существует, правильно? Не условно, а конкретный вполне. Командир станции есть. Командир станции. То есть на кого возложена обязанность следить за неким балансом, в том числе критическим, психическим, для того, чтобы вот все было более-менее в норме между членами экипажа? То есть за командиром такой обязанности нет, хотя по факту, наверное, он должен следить за психологическим климатом внутри экипажа. Но это номинально, да? Просто каждый из 6 человек из станционного экипажа понимает, что он член экипажа. И что от четкого взаимодействия, от взаимоотношений внутри этого коллективчика нашего небольшого зависит успех всей команды. Вот это понимание есть у всех 6. И мы научились подчинять, я еще раз повторюсь, свое эго в первую очередь нуждам задачи. Первый раз вы полетели, 49 лет. Вот когда вам объявили, вы летите, а, какие ощущения у вас преобладали? То есть первая мысль, эмоция какая была? Нету такого фактора, что вот ко мне пришли и объявили, вы летите. Тебя ставят сначала в дублирующий экипаж, в котором ты должен отработать 1,5 года. Потом ставят в основной экипаж еще 1,5 года. И ты понимаешь, да, что... И это ничего не значит. То есть 1,5 года ты можешь... тебя могут списать, ты можешь там, как это часто происходило, кто-то травму глаза у нас получали ребята, да, в бадминтон просто играли, да, валан попал по глазу. Убрали из экипажа. Все, человек восстанавливался потом долгое время. Вот нет такого. Наступает понимание, что ты летишь, когда отстыковалась 3-я ступень ракет-носителя. Вот тогда уж деваться некуда. Михаил Борисович, вы впервые полетели в космос уже в зрелом возрасте, почти в 50 лет. Вопрос от Бизнес FM. В больших проектах опыт иногда важнее скорости. А что дает зрелость ситуации, где решение нужно принимать быстро, а ошибка может стоить слишком дорого? Сложный достаточно вопрос Бизнес FM задает. Вы знаете, молодость, как правило, сопровождается с импульсивностью, с торопливостью. И, как следствие, с большим количеством сделанных ошибок. Не всегда, конечно, но такая тенденция, она есть, и это факт, да? Более опытный человек, он меньше ошибок наделает. А в нашей профессии это очень важно. А что страшнее, что что-то произойдет в полете или что есть шанс не вернуться на Землю вообще со станции уже?
Вот вы думали про это когда-нибудь? Самые сложные этапы, что в авиации, что в космонавтике, это взлет и посадка, да? Самые напряженные, самые адреналиновые. Вот даже, наверное, посадку я поставил бы на первое место вот по степени риска, по адреналину и так далее. Вот, но, конечно, подспудно ты чувствуешь во время старта, что под тобой там 370 тонн топлива спинным мозгом, и что это опасно, но не более того, потому что как бы все время заняты работой, и все мысли подчинены вот этой самой работе. Само выведение, оно длится 9 минут, 526 секунд. И в работу носителя мы вмешаться не можем. Вот. Но, опять же, присутствует такая мысль, что существует система аварийного спасения, которая спасает экипаж на любом участке полета. Начиная от стартового стола и кончая практически орбитой. Да, это греет душу. Успокаивает. Это немножко успокаивает, да. Ну, вообще страшно? Вот честно скажете, страшно? Было хоть раз страшно вам при взлете или при посадке? Ну, на посадке страшновато было. Ну, когда вот тут иллюминатор, да, и там белая плазма, и это долго длится, это минуты 4 где-то мы через атмосферу идем, и горит все. И вибрации, и там сидишь напряженный, как струна, потому что, не дай бог, какие-то проблемы в системе управления спуском, нужно тут же перехватить управление на себя. Ну, чтобы в заданную точку попасть, да, это ручной управляемый спуск. Почему космос — это агрессивная среда? Потому что радиация, потому что невесомость, потому что замкнутый объем. А человек это все-таки живое существо, он привык жить на Земле. И вот эти 3 там фактора, которые я перечислил, они дают себя знать и очень скоро, да? Но это вакуум. А стенка, которая тебя отделяет от этого вакуума, 3,5 мм. 3 мм АМГ, дюраль, да, сотовый. И вот постучишь, ты понимаешь, что тебе до смерти 3 миллиметра. Если пробой будет какой-то крупный, ну, грубо говоря, мусор космический или метеорит, случалось уже такое. И времени на реакцию может и не быть, да? Просто воздух выбит весь за считанные секунды. И все. И кирдык. Поэтому мы тренируем разгерметизацию, пожар, вот основные виды нештатных ситуаций, течь аммиака. Мы тренируем до автоматизма. Критическая ситуация. И ты отреагировал не так, как ты обычно реагировал на тренировке при отработке внештатных ситуаций. Что неужели такого не бывает? Нет, такого не бывает и быть не может. Истерики там на борту быть не может, не должно и не может быть. В принципе, потому что это путь в никуда. Это сразу заказывать похоронный марш всей команде, если у кого-то истерика. Вот в кризисной ситуации, ну, случилась разгерметизация, а у нас у одного из членов экипажа истерика. И что, вот нам либо дырку искать, либо его успокаивать? Таких не берут с космонавта. Выход в открытый космос. Когда вы в первый раз вышли в открытый космос? При первом, наверное, полете на орбиту, я правильно понимаю? Да, первый полет, да. Вообще вот, ну, как бы первые ощущения от открытого космоса или это обыденность? Ну, обыденностью назвать нельзя. Если ты первый раз выходишь в космос, конечно, мандраж есть. Тут что греха скрывать. Как парашютист, вот когда к люку подходишь, ну, сердце колотится страшно, да? Потом, когда вышел уже, ну, страх как рукой снимает. Ну, потому что поздно бояться, и мозг переходит в другой режим функционирования, в режим выживания. Кстати, на станции такой есть, да? Либо ты будешь бороться и сделаешь сейчас все правильно, колечко вовремя дернешь на нужной высоте, либо полный рот земли наберешь. Вот с выходом так же. Опять же, вы ждете от меня каких-то эмоциональных всплесков. Нет, в чем сложность, я хочу понять, да, насколько вообще важна инструкция при первом выходе в открытый космос? Точно соблюдать регламент и инструкцию. Это не про эмоцию, это про систему, да, которая вас готовит. Инструкций там нет. Ну, это скафандр, это уже все, пошел выход, это связь с Землей постоянно, там сидит инструктор, который ведет выход.
И это постоянная связь с Землей, да? Он спрашивает, где ты находишься, что делаешь? Там, давай-ка иди туда, давай-ка вот приверни это, давай-ка отверни вот это вот. То есть для каких-то эмоциональных составляющих, опять же, времени не остается. Все занято работой, потому что выход, он расписан по минутам. От OVL открытия выходного люка до ZVL, закрытия выходного люка, да? И вот 7 часов в сети расписаны по минутам. Если ты начнешь отставать от графика, это плохо. Ты выходишь на 7 часов в открытый космос? Ну, 6, 7, 8 часов. А что Ребята значит работали. провести 6-7 часов в открытом космосе? Насколько это тяжело? Это тяжело физически. Ну, достаться тяжело, очень тяжело. Потому что скафандр, он жесткий, снаружи 0, а в скафандре давление, да, и каждое движение вот этой надутой резиновой куклы, оно дается с трудом. Особенно руки страдают. Вот представьте работать резиновым бубликом, знаете, для эспандером кистевым. 7 часов, попробуйте. Вот это работа в перчатках. Потому что каждое движение это... А там все ложится на руки. Вот на выходе космонавту ноги не нужны. А вот эти вот карабины, насколько сложно их... Сложно. Надо снять с фиксатора, поставить на поручень, передвинуть укладку, на следующий поручень опять отстыковать один, на следующий поручень, отстыковать другой на другой поручень. И вот смотрите, у меня в первом выходе я нес с собой 2 укладки. На каждый по 2 карабина. 4 карабина. У меня 2, 6. И вот все вот это нужно. Отжать, перестыковать, отжать, нажать, отжать, нажать. И вот этот эспандер. И я руки посадил в первые там 1,5 часа, наверное, потому что опыта нет еще. И вот я чувствую, у меня уже плохо с руками, с кистями, мне сложно работать. И дальше я уже... Ну, какие-то резервы, наверное, включились, что ли. А есть риск улететь в открытый космос? Насколько он велик? И если улетишь, можно ли вернуться? Есть у тебя время, в течение которого ты можешь быстро ситуацию изменить? Слава богу, фу-фу-фу, где тут дерево. Не было таких случаев, но прецеденты были очень нехорошие, да. Потому что я, вот, как я говорил уже, 6 карабинов, какой из них твой, какой на укладке. А когда увлекаешься работой, ты в первую очередь следишь за укладкой, чтобы ее не упустить. Это будет косяк такой, что мам, не горюй. Потом на землю прилетишь, тебя выдерут. Представляете, кабельную катушку упустить, это срыв выхода. Это доставлять ее по новой нужно. Мало того, что это большие финансовые затраты, это и тебе такой косяк поставят. И в первую очередь следишь, конечно, за тем, чтобы вот то, что у тебя, то, что ты несешь для выполнения работы, укладки там и так далее, они были зафиксированы. И вот за этой всей суетой можно забыть и о своих карабинчиках, и тут, конечно, опасности есть, и были, не буду конкретизироваться в этом случае. Ну, были, в смысле, улетали в открытый космос и Не все. улетали, но карабины оба перед мордой плавали, извините, да? Твой скафандровый, вот рукой держишься. И что в этой ситуации можно сделать? Ничего, увидел, зафиксировал карабин. А если бы руку отпустил, то можно от станции отойти, и тогда это очень плохо уже. Можно, отойдя от станции, не подцепившись карабином, есть ли у тебя какой-то промежуток временной, когда ты можешь эту ситуацию изменить, вырулить, грубо говоря, и не улететь в открытый космос? Есть такая штука у американцев, сейфер называется, это ранцевая реактивная установка, она помогает вернуться. Она есть и у нас, разработана на НПП «Звезда», такой же сейфер, да, мотоцикл, но мы выходим без него. Ну вот наши руководители решили так, что либо он дорогой слишком, либо там громоздкий. Я причин не знаю, но русские космонавты выходят без сейфера, чисто с карабинами, да? До первого улетевшего в космос, так полагаю. До первого улетевшего в космос, да. Ну, все-таки каждый свою жизнь переживает, и я думаю, не будет таких случаев, и не было.
Но то, что касается, если время на реакцию, это теоретизировать можно. Если вот ты просто отпустил руку, да, и ты не зафиксирован на станции, ну, ты будешь висеть рядом, можно протянуть, схватить за поручень опять. Если у тебя малейший импульс был отходной от станции, ну, мало ли, рукой дернул, и ты будешь по несколько сантиметров дрейфовать дальше. И вот если нет рядом товарища, который там кинет тебе что-нибудь, ну, свой карабин там или еще что-то, руку подаст, да, вот так вот, то так можно и улететь. А в какой момент вы поняли, в какой момент первого полета, второго полета, что космос — это некрасиво, что космос — это опасно? Ну, оно должно быть еще до полета в космос, да? Иначе как бы страх должен присутствовать всегда. Это нормальное состояние человека в рискованной профессии. Потому что страх помогает сконцентрироваться, понять, что можно делать, что нельзя. Михаил Борисович, в этом проекте мы часто возвращаемся к вопросу цены решения. Вместе с Бизнес ФМ мы хотим смотреть на такие истории шире. Не только через личную смелость, но и через систему, подготовку, технологии, людей, которые стоят за одним действием. А вот в космосе что сильнее удерживает человека в критический момент? Характер или система? Вы задаете вопрос, на который сложно ответить. И не характер, и не система, а подготовка, наверное, я вот так вот отвечу, да? Если ты видишь, что у тебя проблема, в первую очередь вступает автоматизм, который ты выработал на Земле. Вот по данной конкретной ситуации. Если она не... Знаете, есть прогнозируемая внештатная ситуация, а есть не прогнозируемая. Если ты видишь такую вот штуку, ну, значит, ты действуешь сообразно логике, сообразно сложившейся ситуации, временным параметрам и так далее, и так далее. Характер ты выработал уже во время тренировок на Земле. Сейчас он должен проявиться, этот характер, и твоя тренированность. Да? Тебя для этого готовили. Вот это ответ Бизнес ФМ. Ты летишь уже подготовленный со своим характером, с четким пониманием, что нужно делать в критической ситуации. Действительно ли так, что легче, когда ты видишь в иллюминатор Землю, находиться на МКС? Ну, конечно, легче. И психологически легче. Посмотрел, Земля, вот она здесь, над Волгой лечу, это красиво, это здорово. Вот, подспудное понимание того, что у тебя висит «Союз», спасательная шлюпка, да, и если вдруг что-то случится, не дай бог, да, то ты можешь уйти в «Союз» и спуститься на Землю. Ну, есть у нас программа экстренного спуска, разгерметизация, пожар, там, течь аммиака внутрь станции. При полете на Марс таких благ не будет. То есть, с одной стороны, будет солнышко, с другой стороны, черный космос. И понимание того, что вот вы уже сами... Все зависит от вашей подготовки, от психологического климата в коллективе, в экипаже. Ну и от надежды на то, что техника сделана надежно, и тебя отправили все-таки суперпрофессионалы туда, на Марс. И тут вот я что могу сказать? Вот тут психологам и вообще руководителям, которые будут заниматься этим проектом, конечно, нужно уже подбирать экипаж более тщательно. То есть тут не пройдет вот такая штука, двух несовместимых ставить, потому что можно дров наломать в этой ситуации. Экипаж тут должен психологически подходить друг к другу. А вы вот понимали, что вы с экипажем психологически несовместимы до момента полета? У вас же 2 полета было на орбиту, 2 с разными экипажами, я уточню. Ну, конечно, да. Мы сейчас просто говорим про некий психологический комфорт. Ну, оба непростые были, скажем так, да. Ну, кроме того, и ротация же была, да? То есть вот я год, когда летал, 4 экипажа прилетело. Вот я люк открыл, запустил экипаж очередной. Другие улетели, 3, да? Крышку захлопнул, дверку, да? А я все это время сижу. Прилетели еще одни, я одних впустил, других выпустил, дверку закрыл. А я все сижу. 3-й раз то же самое. Но это все-таки свежий приток людей, это свежий приток. И ну, всех знаем, да, мы же друг друга и готовились во время подготовки. И вот эта ротация, она, конечно, немножко скрашивала новые люди. Вот те
напряги, которые возникали у нас в основном экипаже. А расскажите коротко вот про первый ваш полет на МКС 176 дней и второй полет. Какой из полетов был сложнее и почему? Ну, как это ни парадоксально, наверное, первый полет был сложнее, хотя он был в 2 раза короче. Вот. Но по понятным причинам. Мы летели с Сашей Скворцовым, двое мы без опыта полета летели. С нами была Трейси Колдвилл, да. Она в правом кресле сидела, но у нее был опыт полета на шаттле, но это ни о чем, да, вот в нашей ситуации. Вот, я борт-инженер, Саша командир, и на станции вот боязнь сделать что-то не так, что-то напортачить, где-то завалить эксперимент, сделать процедуру не так, вот это постоянно давило. Ну, не хочется много ошибок привести, ведь ЦУП считает все, да? Там постоянно группа наблюдения, они считают, что ты сделал не так, почему сделал не так. И, ну, голова тяжелая, что греха таить, потому что это побочные действия невесомости, кровь перераспределяется. А второй полет, как это ни странно, пошел гораздо легче. И прилетел я после 340 суток вот в физическом состоянии в лучшем, чем после полугодового полета. Это значимо для вас, что вы оба юбилея встречали в космосе? Ну, это лучший юбилей в жизни. У кого такое еще было? Ни у кого, по-моему. 50 и 55 лет, да. Представляете, сколько сэкономил на проставах? 2 юбилея. А вот 340 дней, когда был второй полет в 55 лет, год на орбите, что начинает ломаться первым? Физика, физическое тело или психика? Есть какие-то колебания такие, плюс-минус. Вот они подконтрольные, они управляемые, эти колебания, что по физике, что по психике, да. Но есть состояние хуже, есть лучше. Физические кондиции поддержать проще, на мой взгляд, потому что там есть для этого все условия. 2 беговые дорожки, 2 велосипеда, велоэргометра, тренажер Айред, силовой нагрузочный такой мини-спортзал. Вот, они, кстати, сильно выручали и поддерживали психологическую составляющую, потому что есть совсем как-то вот встаешь, и глаза на белый свет не смотрят, а такое бывает, да, чего греха таить. Пошел, позанимался спортом хорошо, и скидывается вот эта вот напряженность психологическая. Ну, оно легко объяснимо. Это эндорфины, как после любой физической нагрузки, да. И вот другого пути нет, как идти и дать себе нагрузку, да, тогда снимается психологическая. То есть это 2 взаимосвязанные штуки такие. Что все-таки самое важное в работе космонавта? Это период подготовки или уже сам полет? Что важнее? Так это взаимосвязанные вещи абсолютно, потому что успех полета зависит от подготовки, да, и к тому, и к другому нужно относиться предельно ответственно. К подготовке прежде всего. Там нет каких-то малозначимых вещей. Начиная от теории, вот мы до полета сдаем где-то больше 250 экзаменов. Только теории. Вот представьте. Это даже не второе высшее, это суперобразование, потому что там в звездном городке нам дают, ну, такое высшее образование отдыхает, скажем так. А вот как готовят человеку к каким-то внештатным ситуациям, моделируют их? Ведь по факту их невозможно до конца смоделировать, эти нештатные ситуации. Вот как? Сергей Павлович еще говорил, мы готовим вас к сотне нештатных ситуациях, а у вас будет 101-я. У вас была 101-я ситуация? Что это была за ситуация? Ну, скажем, после старта первый полет. 60 секунд прошло, у нас ушла связь с Землей. Ну, обычно весь процесс выведения нас ведет инструктор с Байконура, потом после того, как мы вышли на орбиту, нас перехватывает ЦУП уссурийский там, по-моему, да, тоже сразу инструктор на связи и так далее. А тут голос тише, тише, Земли, да, инструктор.
и вообще все ушло. И вот летим, такое неприятная ситуация, просто ощущение какое-то, вот как тебя бросили. Вот бездушная машина, она работает, она куда-то нас несет, а куда, чего? Ракета работает, вроде никаких аварийных факторов сигнализации нет, там типа аварии носителя. Ну, повызывали землю, тишина. Перебрали комплекты, приемник, передатчик, поняли, что проблема не в нас, да? То есть с кораблем все в порядке. Вот это опять же о тренировках. К слову о тренировках. Вышли на орбиту, отстыковалась третья ступень. Это тоже критичный момент, потому что есть такая нештатная ситуация. Не отделение корабля от третьей ступени, там нужно очень четко сработать. Отделились. И дальше все пошло инструкция, проверка герметичности корабля, проверка работоспособности систем, построение ориентации. Это все мы делали без связи с Землей. 2 неопытных, 2 не летавших, да? И на следующий виток, когда мы вошли в зону связи уже, по-моему, Щелковского НИПа, и появилась связь с Землей, и вот просто чувствовалось, как там на Земле выдохнули все, когда мы доложили, что процесс выведения прошел нормально, самочувствие экипажа в норме, системы корабля работают, ориентация построена. И там. Конечно, у них телеметрия была, но о нас-то они ничего не знают, да? Что мы там делаем, как? Слушайте, а кому страшнее в этот момент вообще, космонавту или ЦУПу в Да, центральном наверное, управлении? все-таки ЦУПу, да? Процессом полета руководят 5 ЦУПов. Это 2 в Америке, это Хьюстон, Нэшвилл, это Цукуба, это Кёльн. И все наблюдают. Это сотни специалистов, тысячи. Вот этот старт наш наблюдали. Я представляю, что они там, связи нет с экипажем. Что они думали, как переживали. После космоса многие выбирают, наверное, себе спокойную жизнь, да? Вы не останавливаетесь. Почему? И вот эти ваши проекты с прыжками со стратосферы, это желание доказать себе, что вы еще можете что-то помимо космоса, или это нечто иное? Да нет, желание доказывать чего-либо, кому-либо, ну, просто это мой путь. И он очень коррелирует с моим предыдущим всем жизненным путем, с полетами в космос. Да, я на 6 гор сходил, я освоил самолет, у меня лицензия на вертолет есть частного пилота, у меня лицензия на самолет. Потом я думаю, ну, надо сделать что-то еще, да, какое-то. Вот постоянно перед человеком должна быть морковка, какая-то цель. Тогда он и живет дольше, и полезен, и вообще... Надо куда-то идти. На диван лег, это все. Это вот считай путь в никуда. Это или с удочкой сел. Ну, это не мое просто. А стратосферные все эти дела, ну, как полет в космос примерно, меня всегда тянуло делать то, что делали немногие. Вот на Северный полюс из стратосферы никто до меня не прыгал. Я организовал этот прыжок, и мы сделали рекорд. Не просто рекорд вот ради рекорда, вот я такой, да, там какой-то весь себя. Это практическая польза. У нас ряд чисто практических задач был прописан в проекте прыжка, да. Это испытание новой техники, это испытание аварийных маяков, носимых Каспас Сарсат, это связь со спутниками, спутниковой группировкой там частной мы сделали. Это испытание кислородной техники, которая в этих условиях еще не работала, отечественного производства. И самое основное, я хотел сделать этот рекорд, ну, не хочется пафоса, но тем не менее, у России... Вот этот прыжок, который был на Северный полюс, это был 24-й год, это был апрель. Страшно было прыгать с высоты 10 тысяч метров при температуре минус 60, насколько я понимаю. И там свободный полет же длился больше 2 минут, насколько... Свободное падение. 2,5 минуты. Ну, вообще страшновато, конечно. Как я говорил выше, это нормальный страх должен быть. Когда рампа открывается, ты видишь, что небо фиолетовое, а я до этого
с таких высот не прыгал. Но обычно там 4 километра, да, у нас вот штатная высота, чтобы минутку попадать, там полетать по небу, там формацию построить, задачку решить, вот когда подготовка космонавтов парашютная есть. Вот, то тут задачи другие стояли. Ну, ничего, страшно. Вышел, я сразу лег на поток, не кувыркался, стабилизировался, и как-то я устал даже падать вот эти 2,5 минуты. Вот летишь, на высотомер смотришь, стрелочка медленно как-то ползет, 10,5 километров, да, и вот она 9 километров, 8 километров. Ну, повертелся немножко, поглядел, там двое летят. Нас разнесло сразу. Ил-76, он быстро идет, 400 километров, там они ниже скорость не могли держать. Вы втроем прыгали? Втроем прыгали, да. Ты уже, когда подлетать стал поближе, там к земле 4 километра, я увидел, что полярники зажгли там нам дымы, чтобы определить направление ветра, заход построить с парашютом. И от сердца отлегло, потому что вот я сильно переживал по этому поводу. Что не туда приземлитесь, что вас отнесет? Нет, мы же прыгали парашют-крыло с крыльями, а на нем нужно заходить против ветра. Да, ну, конечно, можно и так, и без дыма определить, но тут можно и ошибиться. И если скорость парашюта сложится со скоростью ветра, вот тогда была скорость ветра 7 метров, и парашют идет 9 метров по горизонту, да? Вот сложить, это 16 метров в секунду, это поломанные ноги, если на торосы упадешь еще. А когда ты дым видишь, вот этот факел, да? То есть куда ветер направлен, я четко совершенно зашел против ветра и встал на ножки. Все. И основной задачей, конечно, было закрепить этот рекорд за нашей страной, за Россией, чтобы это еще в копилочку нам было. И мы это сделали, то есть книга рекордов России, у нас сертификаты есть, и нас поздравляли. Сейчас вы планируете прыжок на Южный полюс. Расскажите, что это за прыжок? Высота, подготовка, период. Страшно ли? Это же будет гораздо круче, насколько понимаю, по самой как бы фактуре прыжка, по ситуации, по высоте. Ну, этот проект, он на порядок сложнее, чем предыдущий, в силу удаленности, да, это Антарктида. То есть туда долететь нужно, туда привезти кислород нужно, туда привезти парашюты нужно, самим прилететь, потом из Кейптауна перелететь на станцию Новолазаревская, с Новолазаревской подняться, чтобы самолет нас Ил-76, ну, потому что другой просто на такую высоту не залезет, да, отвез нас на станцию «Восток». Мы планируем не в географическую точку Южного полюса, потому что там стоит американская станция Амундсен-Скотт, и они как-то все эти дела не очень приветствуют, да. Вот, значит, придется прыгать все равно в стороне. А вот новая наша антарктическая станция «Восток», ну, наверное, видели ее, да? Там Новатэк сделал прекрасную станцию, 3 модуля в цвета российского флага. И вот мы вот этот проект хотели приподнять и прыгнуть. Она в середине континента стоит. У нас парашютов триколор в цвета российского флага. Кроме того, один из нас, там инструктор с нами прыгает, наш Слава Казачков, он развернет флаг, знаете, как парашютист, флаг Российской Федерации. И это вот чисто патриотичный проект. Ну, опять же, чисто практические задачи мы перед собой ставим. Это, я надеюсь, они принесут пользу и кому-то пригодятся по испытаниям. У нас все российское, практически все российское оборудование. Начиная от комбезов, кончая кислородом и парашютами. Но вы планируете поставить новый рекорд. Какая будет высота? Мы планируем с 12 тысяч, если получится. Никто не прыгал до этого с такой высоты? Прыгали, почему? Он Баумгартнер с 40 тысяч прыгал. Ну, с 39 километров со стратостата, с гелиевого, да? То есть высота не рекордная в данном случае? Высота нет, а место рекордное. То есть в Антарктиде никто не прыгал с такой высоты. И на Северном полюсе, да? Это стратосфера уже, и там, и там. Американцы сейчас вернулись с Луны. Облетали вокруг Луны, обратную сторону Луны. Фотографировали, снимали. Вот если бы вам сейчас сказали, Луна или стратосфера, выбирай.
Не, ну, наверное, Луна все-таки в приоритете, потому что стратосферу я бы сделал потом. А Луна мне интересна. Сейчас спрашивают этот вопрос, а вы полетели бы еще? Ну, чисто теоретизировать, если, да. На орбиту, наверное, нет. Ну, мне там все понятно, все известно, и как бы время тратить за тем, что уже сделал, не стоит. А лунная программа, она, конечно, интересна. А могут вас отправить на лунную программу? Вам сейчас сколько полных лет уже? 60? 6-6. 6-6, 66. Да. Вот в таком возрасте есть действующие космонавты, кто летал? Ну, американцы летали. Наших нет, наших не знаю. Это много для космонавта 66 лет? Ну, опять, 66 – это возраст, да? А то, в каком состоянии ты подошел к этой временной метке, это другой вопрос. Если ты здоров, вот в свои 66 лет, ну, наверное, лети, голубь, лети, да? Если комиссия признает тебя годным, Вы вообще умеете останавливаться, Михаил Борисович? не всегда. Ну, ничто человеческое нам не чуждо. Вы скажете, что для вас героизм? Космос — это героизм? Для меня космос – это работа, ну, а то, как оценили мою работу наше государство, да, и люди, это я воспринимаю как просто степень доверия, а доверие это еще нужно оправдать. Это не лег на диван, да? Вот я и стараюсь оправдывать. Что для вас означает на грани? Вы были на грани? Или вам не знакомо понятие на грани? Был, просто я осознавал, что я был на грани чуть позже. Когда находишься на грани, ты не осознаешь этого. Ты начинаешь бороться, да? Вот, а осознание приходит чуть позже. Несколько раз по краешку проходились, да, это факт. Недавно вот летал, тоже на грани. Летели, двигатель встал на самолете. Ну, частный самолет мой. Я его восстановил, кстати, чтобы мне в упрек никто ничего не говорил, а то вот, самолет купить сейчас, ну, достаточно. Просто это как машина. Просто его нужно сделать, восстановить. Я все это сделал, да. Ну, я летчиком всегда хотел быть. И вот на моем самолете встал двигатель. И мы летели на высоте 500 метров. И хорошо улетели за жилые кварталы. Там поле было. Да. И успели вдвоем сообразить, вот секунды, самолет же без двигателя и 500 метров, это вот спланировать. Увидели в этом поле дорожку, выпустили закрылки, выпустили шасси, решили все-таки на шасси садиться. И по этой дорожке скакали, и над лэп прошлись вот так вот, там буквально сантиметр. Зацепились бы, и кувырком, конечно, все пошло. Но я понимаю, что в моменте не страшно, страшно потом. Страшно потом становится, да. Вот мы когда приземлились, из самолета вышли, вот все-таки ангел-хранитель сильный, да, и на этой дорожке, ну, боженька, спасибо, что деньгами взял самолет, потом восстанавливал. Вы романтик, кстати? В космос романтики летают, в том числе. В истории Михаила Корниенко космос перестает быть красивой картинкой. Это система, где ошибка редко остается личной. За одним действием стоят подготовка, техника, экипаж, ЦУП, регламент и люди, которые должны доверять друг другу без права на красивую импровизацию. И, возможно, главный вывод здесь не в том, что человек на грани должен быть бесстрашным, а в том, что он должен быть собранным настолько, чтобы даже страх стал частью работы.